Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь, Виктория? Вижу какой-то силуэт домика, как будто бы вырезанный из бумаги. Мгм. Вижу вот эти колодцы с ртутью внутри, эти все фигуры, и они все как будто бы из бумаги вырезаны, то есть они все плоские, черные. От этих сущностей там 3 штуки, я вижу. Подключка идет в сектор интерферентов, а от домика в сектор магии. И когда Оля читала аспекты, мне шло это имя Хильда. Или Хильга, или Хильда. Ну, неизвестное мне имя. Мгм. И оно вот так звучит в секторе магии. Вот я смотрю, я вижу, она вот так раскладывает карты. Разложила вот так, как-то рукой двигает, и они вот так у нее так раскладываются таким веером. И первые карты, они такие, как объемные, светящиеся, а Мгм. следующие плоские, черные. Вот это имя постоянно звучит. Мгм. И вижу, э, с э, она вот так хвать, там Оля сидит возле нее, эта ситуация. Она хвать Олю за руку, вот так вот сильно сдавила за руку, и у нее в руке осталась, ладонь Оли. Мгм. Так. Ну хорошо, Виктория. Мгм. Пока отсоединись от этих ситуаций. Да. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Ольги. Ольга. 1, 2, 3. О, я ее вижу. У нее энергосфера вот так, как будто бы откушена, с правой стороны. Большая такая она в эфирном плане. Светится энергосфера, а с этой стороны такая черная, и у нее так, рука по локоть черная, а вот так, где, кисть, там уже как будто бы откушено. То есть уже за пределами ее пространства, уже от кисти идет такая подключка вот к этой Хильде Мгм. в сектор магии. Приказывай этой Хильде проявиться в соответствии ее физическим ДНК. Как-то мелькнула эта женщина. У нее, ну, она как бы на эфирном плане. Я вижу, что она приятная женщина, мелькнула вот так на физике. Приятная женщина, говорит, приятно так. А в эфирном плане у нее как будто на голове вот замотан такой платок с таким вот этим узлом. Мгм. И я вижу, что у нее ноги, вот так, как коромысла. И когда я смотрю, я слышу корпорация. Мгм. И вижу, что у нее вот, руки тоже такие длинные, вытянутые, черные. И у нее правая рука, в правой руке вот так, такой как будто, металлический прут, очень толстый, вот так обвивает ее, руку правую, а здесь вставлен ключ в эту руку, у нее, у этой Хильды. И от этого ключа идет такой, тоненький, портал. Мгм.
дальше в сектор магии, туда вниз. Я там вижу, что там стоят эти духи, они эти плоские фигуры. Мгм. О, точно как Оля описывала. А мы спросили ее. Да, я хотел сейчас это сделать. Очень Правильно интересно. ты подметил. Заморозь эту ситуацию, Виктория. Да. Отодвинь, обратись к Ольге. То есть обратись, читай ее эфирное ДНК. Она ли это? Это она. И у нее в глазах такие черные зрачки, и они вот так, она мне показывает, вот так пальцами показывает на эти, и показывает это, кисть у нее черная с таким пальцем, и показывает на эти зрачки, а там считываются маячки. Они вот так вот испускают такие сигналы, как будто. Мгм. Так, а очки как вот эти твои, которые закрывают глаза? Что за очки? Зрачки, не очки. Зрачки, ага, я понял. Вот в глазах. Она показывает свои глаза, и там зрачки, а в зрачках такие, как сигнальные огни. Мгм. Оно вот так вот черным. Я смотрю, куда идут подключки, а подключки идут в сектор интерферентов от М. этих имплантов. Это импланты. Мгм. Так, Виктория, спроси у Ольги разрешение потрудиться с ней для нее. Да, она разрешает, даже говорит: "Да, с радостью". И так, делает какие-то приготовления. Вот так вот, где ментально находится сектор, чужеродных программ. Она вот так через сердечную чакру такое делает движение в сторону интерферентов. Но вот здесь считывается в сердечной чакре какая-то дверь. Она вот такая плоская, как будто бы приоткрыта, вот, и такая, как металлическая какая-то. Мгм. Так, что-то у нас уже 3 события, Сейчас надо Виктория. посмотреть, что там, эти интерференты. Это заморожена Хильда какая-то. Мгм. Так, Хильда заморожена с этими существами Да. плоскими. Так, с чего начнем, Виктория? С этой Сейчас Хильды? давай, сейчас я просмотрю, я отсоединюсь вот так, Мгм. посмотрю со стороны. Вижу, что со стороны интерферентов и идет как спрут, который вот так обвивает такими лапами. Ам, То есть Мгм. идет как, нападение. Это, рука, то есть ее эфирная ДНК. Сейчас я посмотрю, что это за женщина. Это Хильда. Посмотри, Виктория. Она, смотрит на эту руку. Рука превращается вот как эта карта, вот эти карты, которые она, и она вот так делает, вот так. Говорит: "Кто ты? Кто ты?" И я вижу, как, она связывает энергетику Ольги, сияющую, э, буквально вытягивает эти нити от сектора интерферентов и вот так закалывает в пространстве Оли. А, Она ей, оно считывается по-украински, я слышу, нісенітниця. То есть, а, как это перевести сейчас? Бессмыслица какая-то. Мгм. Но Мгм. я вижу, она в ее пространстве вот так, прокалывает, как гвоздями, а ее колет в зрачки и привязывает, к этому порталу в секторе интерферентов. Сейчас я посмотрю, что там. А там считывается барабан судьбы.
Так, что это за барабан? Вижу такой объект, и изнутри там такие, как будто какие-то, знаешь, как итальянский дворик с такими балкончиками. Ну, я не знаю, у вас, может, нет, а у нас во Львове таких итальянских двориков очень много. Я жила в одном таком. То есть видно эти балкончики, очень красиво. И вот так вот такие ярусы. И на таком, ну, там почти внизу вижу, находится как бочка такая. Бочка. В этой бочке она как вот такая, наполнена такой, как жидкостью черной. Ну, как ртуть, она так блестит. Угу. И вижу, что в этой бочке находится, я вижу лицо Оли, и она вот так перегибается и снизу достает и пьет. И в этот момент у нее как бы отваливается эта рука, она становится чужеродная, черная. Соприкоснулась, она, как говорится, соприкоснулась с магией и с этой эзотерикой. Угу. Это астрология какая-то, тут связано с астрологией. Считывается завязывание судьбы. И я вижу, что вот эти маячки, они связаны с этой рукой. Они уже потеряли свою силу сейчас, и они потухают в глазах у нее. Угу. Так, а что это за ртуть, Виктория, которую она выпила? Что это за субстанция? Нет, она в ртути она находится, Угу. а выпивает такую черную энергию. Сейчас считывается соразмерность. Какая-то соразмерность. Идет как общее что-то, как Угу. общность, ну, как содружество и так дальше. Соразмерность, мерность. Я вижу, что вот эти черные фигуры с такими вот штуками на головах, у них какие-то приплюснутые штуки, это как не каски, а импланты на головах, как такие объемные, как будто бы Угу. вот шар втолкнули в голову, и он так сплюснулся. Вот они в этом. Но они все такие, по сути, по своей, как плоские, Так. двухмерные. Угу. Так, а кто они, Виктория? Считай информацию. Что это такое? Так, Одну фигуру возьми. так, сейчас я рассматриваю. Это такое интересно. Я так кручу, вот так вот это. У него хвост с заднего места растет. Это подключка. Они все подключены. А здесь вижу это программы. Это дух, скажем так, по-религиозному. Угу. А так оно считывается программа. У него вот пальцы, вот когда я рассматриваю, от пальцев тоже пальцы такие длинные, тянутся все в сектор интерферентов туда вниз. Вот, и от глаз, от всего туда подключка. Угу. Так, я приказываю хозяину этих программ проявиться в соответствии с его эфирным ДНК в его пространстве. Так, я отсоединяюсь от этих. Отсоединись. Появляется такое черное пространство, как будто бы внутри, как такой шар и с огромной дырой внизу.
Мгм. Вот. И как будто бы внутри этого шара стоит сущность, которая вот так подпирает, считывается небосвод Мгм. плечами, а ногами упирается в края этой дыры, чтобы не провалиться вовнутрь, ну туда вниз. А эта дыра вот так идет, такое какое-то свечение. Вот так идет снизу, вот так вот такие свечения, оно как какие-то а, поднимаются так медленно, поднимаются вверх и пропадают, потому что вот эта тьма там, эти ноги Мгм. коромыслом, они создают такое, считывается пространство тьмы. Сейчас я посмотрю, что это. Да. Сущность стоит как атлант такой, знаешь, Мгм. поддерживает как будто бы вот это черное небо, эту тьму. Хорошо. Так, Приказывай, Тамар. вижу, это внутри этого свечения. Мгм. Это свечение поднимается. Сейчас я посмотрю, что это за оно такое, знаешь, как будто светлячки вот так поднимаются Мгм. вверх. А вот этот весь шар, Виктория, как он считывается, на котором стоит этот атлант на краю? Это имеет отношение к Земле, Ага. к нашей Так. Земле. Только внизу такое отверстие большое. Так. А вот именно это отверстие как считывается? Не что-то внутри, а вот этот изъян, как скажем. Сейчас я посмотрю. Сейчас я с этой стороны зайду, Мгм. посмотрю. Сейчас меня постоянно вот тянет посмотреть, что это за свет там. Мгм. Я так Щас посмотрим. не могу Да, понять, что это за отверстие. хорошо. Давай тогда. Меня постоянно привлекают вот эти, так и звучит, бабочки. Они как Мгм. светлячки вот так медленно поднимаются откуда-то снизу, а внизу такое свечение. И я вот смотрю, а там такие, как эти, знаешь, как феи, Мгм. бабочки такие. Они Заморозь эту черпают. ситуацию, да, и посмотри одну бабочку, пока она Так не я исчезла. смотрю. Мгм. Я смотрю, и я вижу, что это она с лицом Оли. И она такая, как феечка. И она подлетает туда вниз, и какую-то сияющую энергию вот так она там берет, и как пчелка вот так в чем-то вот так несет вверх. И когда она поднимается вверх, вот ее сияющие крылышки, а потом у нее вот так в сердечной чакре такой, как считывается барометр, типа барометра. Какой-то механизм, который вот так и со стрелкой с такой тянется тоже в сектор магии, туда, уже в нижних пространствах. Не Мгм. дает возможности подняться, вырваться за пределы. Я вижу, что... Так, а что это за сияющая субстанция там? Мгм. Спроси у Оли, что она там делает? Я слышу: общая душа, сознание человечества. Вот это сияющее внизу. А Мгм. сверху это как крышка. Вот она показывает вот это как дверца, как крышка такая металлическая вот здесь. И это связано с этой рукой. Я вижу, что вот эти занятия этой магией, астрологией, это как носить, как служить этому, я слышу демиург. Вот этот, который там стоит внутри, он демиург внутри этого пространства, этой тьмы, которая как купол накрыла а,
вот это общее сознание человечества. Мгм. От него идет вот так подключки от этого демиурга вот так еще в сторону, в нижнем пространстве. Вот ментально это как в магический портал. Мгм. Кто там еще ниже, в интерферентном хозяина этого демиургу, я ему приказываю проявиться в его пространстве. Я куда-то улетела, скажи еще раз. Приказываю хозяину этого демиурга проявиться в его пространстве. Я вижу, что он как управляющий какими-то вот этими магическими силами. И там я вижу, сидят эти 3, такие же, как эти фашисты, скажем так, которых видела Оля, только они в более низком пространстве, и они сидят как будто бы на таких стульях. Мгм. Так, этим 3 я приказываю им проявиться, соответственно, ихней эфирной ДНК, встать по старшинству. Так, кто они такие? Мгм. Главному приказываю отвечать, кто он такой. Считывается дух демиурга. То есть получается, ну, все правильно, дух управляет его, я слышу, смыслами. Но подключка идет еще вот так зигзагом, к ним, а, из сектора интерферентов. Мгм. Очень глубоко. А, там, как черная дыра такая, и с таким, считывается, как будто угли раскаленные. Мгм. Так, там кто-то как будто бы зазывает в это пространство, но я не Не опускаюсь так спускайся, низко. не Я надо. свысока так смотрю, и Мгм. я вот подумала, чтобы это как бы рассмотреть лучше, и оно сразу вот так как придвинулось, то есть как будто раскрылась карта. Вот так. Там кто-то, Мгм. я слышу, мучается, стон такой идет. Мгм. Плоский, он вот так плоский, совершенно плоский. Так, Считывается уплощенный разум, мгм. Чей очей. это разум? Считай, Виктория. Я слышу корпорация. М. Вижу, что вот этот общий разум, их плоский, он Мгм. как шляпка гвоздя. И идет еще такой, как этот гвоздь, Сатанаил, противник. Но он не сам, а их там много. То есть он А, является, вот этот разум, его воплощенный, вот этот мучающийся разум, мгм. он на одной прямой, то есть по вертикали он в самом низу, а потом уже эта конструкция идет с этим барабаном, с этим общим человеческим разумом, потом вот эта тьма сверху, которая закрывает с этим духом Демиурга. То есть дух Демиурга как дух времени, я слышу, Мгм. считывается. И оно вот так как будто, сейчас я объясню, как пространство, как будто этот дух вот здесь, везде наполнен, в пространстве живых людей. И когда я рассматриваю вот это, оно выглядит как живое пространство, а внутри такая сетка.
не плоская, а как будто соты, только Мгм. они объемные везде. Везде вот эти рамочки. Как соты Мгм. строятся. Пчелки, они не всегда так на одной плоскости. Если рамочку туда Да. положить, то оно Они будут плоское. на А плоско. если нет, то они будут такой кучей это Мгм. делать. Да, в природе будет расти беспорядочно. Оно порядочно, каждый Да, этот порядочно, но шестигранники. это И вот это все пространство, вот оно вот такими, этой сеткой. А И что в это? сетке эти глаза. Мгм. А эти А глаза, да, он то считывается, дух Демиурга, и я вижу вот эта кисть, ее черная кисть, которая находится у этой эзотерички Хильды. Мгм. От нее идет Хильда. Вот, то есть занятие я вижу эзотерикой как раз, и запускает вот этот механизм считывания эфирного ДНК и связывания. И постоянно я вот уже, раз 5 я вижу эту ситуацию, когда Оля ведет машину и вот так со страхом смотрит вниз. То есть страх — это как раз и есть эти энергии страха, это и есть, признак присутствия в пространстве чужеродных энергий и связей. Я вот слышу связи. Мгм. Чужеродные связи. Связь, это как бы связать 2. То есть, ее личное пространство, оно связано с этим чужеродным пространством действиями. То есть именно действием. Мгм. И слышу также Борис. Мгм. Когда я смотрю, я вижу, что в ее личном пространстве, в секторе магии, как тень такая черная, то есть это программа. И от него так идет, как будто такой ладошкой такой удар в сектор подписания контракта на уровне колена. И Мгм. вижу, что ее колено, от ее колена до стопы почернело. Это я слышу вот так. Я вижу ее отца, а слышу материнские блоки. Мгм. Так, ладно, Виктория, вот эту ситуацию с отцом пока заморозь. Да. Давай посмотрим с этой Хильдой, где ее решение Ольги обращаться к этой Хильде. Где она Ну решила? вот, она говорит: "Кто ты?" Я вижу, что она буквально, это Хильда, Мгм. она, а, а, выбирает место для Ольги. То есть когда Ольга пошла к ней, то отдала свою судьбу в руки этой, типа прорицательницы или, эзотерички, кто она там такая, провидица. Э, и она ей определила место вот, в этом, общем котле этих служителей тьмы. То есть носить, ам, отдавать, ну, буквально это в эфирном плане считывается как вот эта, феечка носит, Энергию эту, да? служит, короче, да, служит, этим, демонам. Так. Так, о чем она договорилась, Ольга, с этой Хильдой? На что она согласилась? Она, идет вот так, я вижу, когда пришла к ней, говорит, и произошел такой вот, круг. И Оля говорит: "У меня контракт с папой". Мгм. Как бы, сделался такой поворот, и я вижу, образовалась вот эта дверь вот здесь. Вот эта, серо-коричневая дверь, которая у нее в сердечной чакре. Она вот своей рукой вот так провела. Оля.
провела и сказала: "У меня контракт с папой". Мгм. Так, а после того, как она это сказала, что дальше происходило? И я сразу вижу, как, от ее пространства, это рука ее правая, а, Мгм. ну, как бы отделилась от нее. Она отделилась, почернела, отделилась и пошла вот туда, в тот, эгрегор, Мгм. где она вот там так сидела в этой бочке и доставала там эту черную энергию. Мгм. Так, с этим понятно. Контракт с этой Хильдой она подписывает или какие условия Да, подписывала. взаимодействия? Давай посмотрим. Контракт, Я условия. слышу условия. Мгм. Она говорит, Оля говорит: "Я буду служить папе". Мгм. Э, Вижу, что папа стоит, ам, по отношению к ней, как бы за спиной этой Хильды. Он, выглядит как солдат. И что интересно, что-то он придерживает левой ногой. Мгм. Приказываем показать, что он там придерживает. Вижу, что у него под ногой находится вот такая малюсенькая девочка. Мгм. Так, что это за девочка? Считай, ДНК. Это Оля. Мгм. Она в таком платьице, э, такое, ну, она такая маленькая, прямо как дюймовочка по сравнению с ним. А он стоит, и у него на голове вот этот имплант, как сплюснутый шар. Он такой объемный. Вот. Так, а этот имплант, он как считывается? Он считывается мозга демиурга. Мгм. Понятно. Так, у Ольги контракт с этим Мозг папой есть. демиурга — это демиург — это как, скажем так, пастух душ, надзиратель душ и фашист, который, захватывает души и, сторожит их, чтобы они не вырвались Мгм. из пространства демиурга, из пространства тьмы. Да, управление концлагерем. Да. Так, Виктория, у Ольги есть контракт с этим папой Борисом. Давай посмотрим, где когда этот контракт был заключен. И я вижу, что вот эта маленькая девочка, которая находится у него под левой ногой. Мгм. Сейчас я подумала, каким образом и когда она туда попала. Да. Я вижу, а, Оля находится в секторе, миссии, Мгм. и слышу имя Хильда. Вижу, она стоит перед таким огромным черным шаром и как будто бы там что-то делает. Я вижу, что это тот ключик, который у этой Хильды вот здесь был, на Мгм. этой привязи. Она там что-то делает. Спроси у Ольги, что она делает. Она говорит, что она разворачивает или поворачивает. Ну да, развернуть, повернуть — это одно и то же. Она говорит, что она разворачивает. Что она разворачивает?
Она говорит, мне нужно открыть портал. И показывает, как она открывает этот портал. И сияющая энергия буквально хлынула туда вниз таким потоком. Говорит, чтобы собрать или забрать. Сейчас, что собрать? Мгм. Она говорит, детей у Демиурга собрать, так, Мгм. собрать. И это имеет отношение к этому светящемуся пространству, Человеческому сознанию. человеческому сознанию, да. Мгм. То есть это живое сознание человечества. Она говорит собрать. Так. Каким образом она хочет это собрать? Она говорит, что она пойдет на воплощение. Так. Она говорит, мне нужен контракт. Так. Я вижу, смотрю на нее, а она такая вся сияющая. А вот здесь, где голова, вот так, где проекция сердечных плечевых чакр, и над головой, вот как радуга, только это все сияет намного больше, чем все ее тело. И Мгм. она разоплощена, она вся такая легкая и как воздушная, как будто из света сделана. Только вот это у нее сияет очень сильно. И когда я посмотрела со стороны, потому что я сначала подумала, что это оно такое, как корона, да? А я посмотрела со стороны, а это как купол такой сияющий. Мгм. То есть верхние, где верхние чакры, там все это сияет Мгм. таким лучистым сиянием. Виктория, считай, вот это сияние, оно считается как нимб, который на иконах рисуют? Нет, Не, ну, мгм. что-то другое. Я вижу, нет. Мгм. Это что-то Так, другое. На иконах, да, но не хочу отвлекаться. Там не что-то отвлекайся. связано с физическим воплощенным. Мгм. Вот Так, а сейчас. что это за свечение тогда? Посмотри. Что это за купол? Ну, я как раз сейчас это рассматриваю. Мгм. Хорошо. Вот. Я вижу, что это как антипод этого купола черного тьмы. Мгм. Только этот купол тьмы, он держится этим демиургом и как бы впитывает вот эту энергию человеческого разума. А она открыла этот портал, туда это сияние все зашло, а теперь она хочет это все забрать. Мгм. Она говорит, идет на воплощение, и я вижу, что у этого пространства вот эта цепь такая. И она берет этот ключ и открывает этот портал. И Мгм. снова говорит, что ей нужен контракт на воплощение. Так, а спроси у Ольги, как этот контракт поможет ей забрать этих детей, сознание человечества? А, ну теперь понятно. Она показывает, что вот это купольное свечение — это такая же сетка, как я видела черную, Мгм. а это та же сетка, только сияющая. Я вижу, что эта черная энергия, она вот так нахлынула на эту сияющую сетку и поглощает, как будто бы жрет.
Мгм. И когда она это делает, то эта сияющая эта энергия сияющая, она уходит вниз, а черная, она пробирается вверх. То есть она вот так Мгм. давит, Это, топит, образно говоря. Вот почему вот так и говорят, что, ну, потопить, да, как бы. мгм. Она топит Образно, вниз, а сама ага. вылазит. Образно говоря, Ольга как рыбак закидывает сетку, чтобы выловить эту рыбу, то есть в сознании человечества этих детей. Но здесь идет другой Да, образ. Здесь да, образ да. идет, что как будто у 2 человека, и один второго топит для того, чтобы самому выбраться. Мгм. То есть этот паразитический смысл. Да, понятно. Так, Виктория, о каком говорится контракте, который говорит Ольга, который ей нужно было Она в идет на целях миссии? воплощение. Мгм. Сейчас я посмотрю, с кем у нее этот контракт. Посмотри. Так, появляется какая-то сущность. Странная. На первый взгляд я увидела, что она как будто бы сияет. А я начала присматриваться. Ну, сияет, и я слышу а, гниющий, абсурд. И вижу, как это сияние сразу же исчезло и падает туда вниз. Мгм. Этот демиург. Так, с ним она подписала Создатель, я контракт. слышу, создатель. Мгм. Создатель мира подчинения, вселенной зла. И я увидела всю вселенную, она как в таком черном шаре. И я вижу, что это как будто она родилась, эта вселенная, с одной черной точки. Она как будто бы саму себя родила. Раз, и образовалась такая черная вселенная, как будто в пузыре в таком. Мгм. Так, а из чего это? Что это за точка, Виктория? Как она образовалась, эта точка? Я слышу из зависти. Мгм. Я вижу эту сущность, но она такая духовная, без определенного тела. Она считывается как противник добра. Мгм. Понятно. По-нашему это как сатана типа. Да, этот. И у него в голове, вот там, где третий глаз, такая считывается зависть, Мгм. черная точка. И он рождает свою вселенную, свое творение а, силой зависти. То есть основа этого творения — это зависть. Так и идет. Зависть, завидовать. То есть Мгм. Я понял, Виктория. Хорошо. Значит, контракт с этим противником, с Сатанаилом она заключила, Ольга. да, Давай посмотрим, о чем они договариваются. она говорит с демиургом. Ага. А демиург — это вся система управления, выстроенная в этом пространстве. Мгм. То есть в понятие демиург, я вижу, входят эти эзотерички, эти практики колдовские, вот это все. Мгм.
Так, а кто был в роли этого демиурга? Кто заключил контракт с Ольгой? Я ему приказываю проявиться. Кто это? Сущность, интерферент. Приказываем проявиться в соответствии эфирной ДНК. Я вижу, что он вот так как-то лбом стукнул. Проявляется, он вот так стоит, ноги в растопырку. Он выглядит как тело у него, как у такого атланта большого, но какое-то не живое, как мертвое какое-то. Угу. И оно рассыпается, когда я начинаю присматриваться. Оно чернеет и рассыпается на, а, считывается на клубни. Клубни сознания. Оно как грибница какая-то. Считывается, вот я вижу, как корень гриба, как грибница. Угу. Вот. Давай посмотрим этот разговор Ольги с этим демиургом. Он говорит, что она должна принять условия, вот это сожительство, Угу. и сразу проявляются вот эти 3 фигуры. Это Хильда, этот Угу. отец, вот, который держит ее под ногой. Угу. И, почему-то идет вот так там где-то не в секторе магии, а там как в секторе, где говорит мать. И я вижу, сейчас посмотрю, что это за мать. Угу. Посмотри. Надо же. Это вот штуковина, в которой она там сидела, как на стеночке, да, как в Угу. этом. Это считывается мать, Матка. матка, матрица, вот это все одно и то же. И она как, ей определили определенную ячейку в этой матери, в этой матрице чужеродной. Угу. А она, считывается, соскользнула с пьедестала почета. Так, это кто? Ольга соскочила? Да, поэтому у Соскользнула. нее вот это свечение, вот эти звезды светятся. Она очень какая-то, она как удостоена каких-то почестей Угу. там, в этих верхних пространствах. Ясно. Так, хорошо, Виктория. Какие условия сожительства? Да. Я вижу, она принимает соглашение на эти импланты. А, колено, от колена чернеет нога правая, то есть это символизирует выбор неправильных путей в жизни. Она отдает эту руку, эти глаза, Угу. и ее отправляют в тот Господи, что это? Не могу выговорить. Короче, как муниципалитет, Угу. вот в эту ячейку. И я вижу, что ей дают этих 3 надзирателей. Это сейчас я приказываю им проявиться, кто на физике. 1 Борис, 2 вот там возле этого котла, где она там сидела в этой Угу. точке. 2 это Хильда, а 3 это, искусственный интеллект. И такая идет, как, провод, как толстый, и так в эту матку. Пух! И как подключилась.
И она вот так раз показывает вот эту руку с этим ключом. Так, а что это? А ключ как считывается? Оно и сейчас я посмотрела, что ключ — это как решение, контракт. Мгм. И рука у этой Хильды, сейчас я вижу, с этим ключом. И тут же вот так как прицепилась рука светящаяся, Оли. То Мгм. есть получилось вот такое зеркальное отражение. И я вижу, что, вот этот сон, который и эти события — это попытка этой Хильды, эм, то ли это как программа, вероятнее всего. Мгм. Вот, когда сильно опускается это, колдунья, колдовство вниз, как карму получают, они пытаются выбраться наверх. Вот эта программа, что потопить, чтобы самому выжить. И таким образом, как бы обостряются эти все связи, негативные, которые, есть в пространстве, в генетической памяти. Из-за этих решений соприкоснуться с магией, с астрологией, гаданиями — это вся магия, да. И попытка перебросить карму на самого человека, его участника, для того, чтобы, я слышу, переименовать себя. То есть, и чтобы эта Хильда получила имя Ольга, а фактически вот я вижу, как забирает ее энергию, ей перекинуть эту карму Карма. и программу, э, и сделать ее таким образом, увековечить вот эту носительницу, ну, как неправильная пчелка носит неправильный мед, да, то есть кормит своими энергиями, образно говоря, этот антимир, демиурга, Мгм. таким образом топит себя. Мгм. Да, понятно, почему колдуны перед смертью хотят кому-то отдать ихние силы. Ну Отдать не силы, а перебросить карму. да. Мгм. Это происходит не только перед смертью, это происходит у них каждый раз, когда они и так мертвые. Мгм. Тот, кто занимается магией — это, сверху еще оболочка, которая держится на каких-то жизненных, на каком-то запасе. Но внутри этот человек, мертвый, и он считывается как мертвый. Поэтому мне очень трудно увидеть человека-колдуна, как в живом, в реальном, обличии, потому что они мертвые. Их нет на самом деле. Они думают, что они живут, но на самом деле это иллюзия. Они мертвые, мертвецы. Вот. И как Да, только им плохеет, вот это обострение у них начинается. мгм. Карма давит, ищут, на кого бы сбросить. Да. Так, хорошо. Давай А еще сбросить, посмотрим. конечно, на тех, кто к ним обращается, потому что Ну, они вот как в конечно. содружестве, в сожительстве вместе в этом. Мгм. Вот тебе и корпорация. А Монстров. корпорация — это вот, ну да, это вот это, а, рука руку моет. То есть все эти колдуны, они связаны между собой общими планами, общими духами, энергиями, точно так же, как светлые души, все связаны между собой своей светлой миссией. Мгм. Так, давай посмотрим. Вот это условие сожительства, которые все ли мы этот контракт рассмотрели, Виктория? Ну, я вижу, что вот здесь ключевой момент — это именно этот ключ. То Мгм. есть И её это решение. да,
ее решение. Потому что я вижу, что в этом котле, в этой матке, где ее частица души, и там, где она сидит под ногой у своего отца, она уже собирается оттуда уходить. То есть уже там движение начинается, и она собирается оттуда уходить. Так, я Мгм. вижу этого, это как спрут, вот эта сущность на первый взгляд, ам, как будто бы светлая, но она вся посерела и вся вот так рассыпается, черной. Мгм. Считываются эти энергии дьявол, то есть это клеветник, это все, ну, сатана, это вся система, демиург, это вся матрица Мгм. или Понятно. матка, или магическое это пространство, другими словами, тьма. Это вся вот эта корпорация зла. Мгм. Во главе с Ага. этим их сатаной, который силой своей ненависти к свету и зависти создал эту матрицу, этот антимир. Мгм. Так, ну хорошо, спроси у Ольги, готова она изменить это решение или сделать то, что она запланировала по ее миссии? Да, и она показывает вот эти зрачки с этими, как лампочки черные эти излучают. Мгм. Это импланты. Я вижу, я ей говорю, чтобы она сейчас отменила свое решение ходить к любым а, гадалкам, астрологам, заниматься любыми эзотерическими практиками, так ее желает эм, Рациональная часть. рациональная часть, а я слышу, желает сердце, Мгм. потому что желание выходит из сердца. Я вижу, как эта дверца отпадает у нее, и какая-то вот эта красная энергия, агрессия, которую проявила эта магическая структура, отваливается. Она расторгает этот контракт, и я вижу, как она снимает эти импланты. Я ей передаю, чтобы она избавлялась от всех имплантов и возвращала свою сияющую душу и передавала информацию о своем решении и о алгоритме освобождения от любых магических воздействий, вернула свою истинную чистоту. Я слышу восторженную радость. Мгм. Хорошо. Пусть она закроет эти контракты с антимиром. Я вижу, как она достает вот этот шланг, он как гипнотический белого цвета, который был подключен к этой матке. Она его отключает, и буквально вот этот образ снова идет, что она выплыла с такой уже вверху, с чистой воды, голова вверх. Я вижу над головой вот это свечение у нее. Сейчас я посмотрю. Мгм. И она как будто села на берегу и показывает это свечение. Вот я сверху смотрю, а там как Тор, а там вот эти, где звездочки, когда она шла на контракт, то это все сияло. А теперь вот это как будто оно застыло. Она как Северный полюс. Мгм. А вот эта дыра была как Южный полюс у этого демиурга. А она как будто Северный полюс. И я вижу, как она вот так как-то берет, и вот этих чертиков таких, этих, которые там стояли, эти человечки фашисты, она их вот так просто как выколупывает с таких шариков. Мгм. Когда она это сделала, этот веер вот так вот схлопнулся, и такая черная
подключка с 7 чакры отвалилась, и она поднимается вверх. Я ей передаю, чтобы она расторгла контракт с Демиургом, со всей этой корпорацией, со всеми этими магами, колдунами, с сатаной, с антимиром, вернула всю ее божественную силу, гармонию, счастье, радость и ту чистоту, которую она имела до того, как погрузилась в этот антимир. Я вижу, она вышла в это сияющее пространство, вот в секторе миссии. Это сектор миссии, сектор будущего. Мгм. И снимает этот как будто сапог из правой ноги, там, где вот эта почернела нога, и она этот сапог снимает. И я вижу, как с этого сапога, вот оно как будто бы рыба, там вода была и рыба такая, как пираньи какие-то. И у нее нога стала нормальная, и рука сияющая вот так раз зашла внутрь. И я вижу, как подключка такая черная вот отсюда идет к этой хильде, к этой системе управления а, магическим мышлением. Я вижу, она расторгает контракт с этой хильдой Мгм. и говорит, отдает с избытком. И я вижу, что она буквально кормит как какими-то камнями эту хильду, и слышу такой, как захлопывание двери. Закрыла Мгм. этот портал. И сейчас я вижу, она поднимается вверх, крылья, сияет. Э, Я ей передаю, чтобы она поднималась в самые высокие пространства, приказывала всем интерферентам убирать их подключки, чипы, импланты, и чтобы она освободила все свое физическое и все эфирные тела во всех временах, во всех воплощениях, во всех пространствах и измерениях от чужеродных генетических программ, чипов, имплантов, духов. Все чужеродное Да. пусть отсоединяет, сжигает, в портал отправляет. Я вижу, как она смотрит на свой сон, как люди заходят вот туда, в эти колодцы. Я передаю, чтобы она изменила этот сон, и я слышу попытка увековечить, потому что Оля отменила все эти решения хождения по этим эзотерикам, но это их не останавливает. Мгм. Я передаю, чтобы она отдала карму и изменила этот сон, и прямо во сне разобрала эти все ситуации, расторгла все контракты и запретила вторжение в ее пространство, в ее сон, кому бы то ни было, и отдавала карму Мгм. за вторжение. Хорошо. О, Писаны. да, она это делает. Я вижу, как она выходит с этого пространства, куда ее как бы затянули, и вот этот лоб с рогами. Мгм. Все, сейчас она показывает свои руки, ноги, все сияет. Также проявился снова отец к третьей чакре. У него подключка, он как-то вот так летает вокруг ее пространства, как какой-то космонавт. То там, то там. Мгм. И немного пережал ее по третьей чакре. Я ей передаю, чтобы она простила своего отца, передала ему информацию и отпустила, развязала. Она буквально вот так развязывает, и он, вернее, его эти программы негативные улетают в сектор интерферентов. Я ей передаю, чтобы она все эти чужеродные, я слышу, манипуляции отца отправляла в портал на утилизацию.
И Мгм. выходила, забирала все свои части сознания со всех манипуляций, где отец агрессией, силой и хитростью и заставлял ее взаимодействовать с его негативными программами. И Мгм. я вижу, она буквально на эти программы вот так выбрасывает и говорит: "Ты урод". И эти программы вот так отваливаются от него. Она разрушила это взаимодействие, оно уходит. Так, все в Мгм. портал на утилизацию. Да, на полную утилизацию. Пусть И вот этот поднимается страх наверх. от нее тоже уходит, где она во Мгм. Франции. Вот я вижу, как она это тоже, страх, я слышу, глубины. То Мгм. есть она смотрит с высоты, а считывается страх глубины, потому что она осознает подсознательно, в каком пространстве ее частица души осталась. Сейчас она я ей передаю, чтобы она освободила все частицы своей души, сознания Демиурга и освободила все ее личное и общее пространство от любых притязаний антимира и Мгм. разрушила этот купол тьмы над ее пространством личным и над ее общим, то есть над нашей землей. Это чужеродное черное небо. Мы запрещаем этому демиургу находиться в сознании священной вселенной и приказываем убирать все воздействия, магию, насилие, ложь, агрессию и призываем карму. Делаем это, призываем. Очищаем наше все личное и общее пространство, нашу священную материю жизни от чужеродной матрицы повиновения, агрессии, лжи. Отправляемся в портал на утилизации. Приказываем Демиургу и всем структурам этой корпорации магической забирать их воздействие, призываем карму. Мгм. Отдаем карму. Призываем забрать О, все их воздействия. она снова вот так появилась, как в секторе миссии, и такой купол сияющий у нее над головой. Мгм. Хорошо. А когда я смотрю на это сияние, то там как будто бы такие песни хвалебные, которые ее как хвалят за достоинство. Но я вижу, что это э, так интересно. У меня вопрос всегда был. Вот в Библии там написано, что и ангелы стояли, и воспевали, и хвалили Бога Творца. А я думаю, зачем ему это нужно, чтобы его кто-то хвалил? А я вижу, что это примитивное мышление человеческое. Вот сейчас это просто энергии. э, Это никто специально не хвалит, это просто энергии самоосознания своего величия, своей, я слышу, стойкость, праведность, верность. Потому что она пошла в этот мир, будучи абсолютно чистой, которая уже доказала свою верность законам священной чистой вселенной. И она такая есть. Мгм. Это то, к чему я всегда призываю. Абсолютная чистота. Да, получить этот иммунитет, чтобы разобраться, где тьма, где свет, чтобы всегда знать направление к первоисточнику. Хорошо, Виктория, поднимаемся втроем максимально вверх. Да, я тут Получим. увидела вот эту, почему именно она, вот этот сатана, скажем так, создал свой антимир. Э, это вот эта зависть. Угу. То есть это желание занять чужое место, это желание владеть чужим.
что повлекло вслед за этим ложь, агрессию и все остальное, и смерть. А противостояло это ее чистота и, вот я слышу, сердце, то есть ее любовь к праведным конам жизни, к праведным конам Вселенной. То есть любовь, она Мгм. рождает мирные и чистые пространства. Хорошо, Виктория. Посмотри сейчас, как выглядит Ольга. Она выглядит сияющей, энергосфера правильной формы. Мгм. Так, хорошо, спроси у нее, все ли мы сделали для нее на этом сеансе. Да, она благодарит, и я вижу, как она вот так правой ножкой вытолкнула с ее пространства бочку, в которой сидела. Мгм. Я ей еще передаю, чтобы она еще раз проверила все ее личное пространство, все энергетические центры ее физического тела и всех эфирных тел, и очистила все ее физические тела и эфирные от присутствия любых чипов, имплантов, подключек, чтобы восстановила свой суверенитет, свою гармонию, счастье, молодость. И да, все хорошо. Мгм. Восстановила целостность ее энергосистем всех. Она говорит: "Я свободна". Мгм. Хорошо, если Ольга хочет, пусть передаст информацию о ее освобождении туда, куда она хочет. Да, она это делает. Мгм. Хорошо. Я вижу, Спасибо. как она вот это взяла, это пространство, все вот так как вот оно что. Помнишь, что-то перевернуть или перекрутить? И она М. берет вот это светлое пространство, в котором она находится, и вот это темное вот так, знаешь, как откручивают, Мгм. Да, и отсоединила, провернуть, что-то такое было. провернула, да, то есть Мгм. как голову открутила, вот, выбросила. Да, поднимается вверх еще выше. Вот миссию выполнила. Молодец. Точно, вот я вижу, она радуется. Вот так, этот жест руками, то есть делу конец, Дело сделано. дело сделано, да. Здорово. Ну хорошо, прощаемся тогда с Ольгой. Мгм. Виктория, отсоединяйся от всех и всего. Да, Посмотри, не осталось ли замороженных ситуаций. было. Я ее отправила в портал. Мгм. Вот. Так, чищу все пространство вокруг. Очищай, Отсоединяюсь от всех и всего. закрывай портал, Мгм. наполняйся энергией жизни, гармонии, процветания, Да. любви. Хорошо, Виктория. Я посчитаю от 1 до 3. Ты вернешься в физическую реальность, где с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Ну, потрясающе, да, получился прям неожиданно. Что-то я не Я слышу. Не слышишь? Я слышу. Да, уже слышу. Я слышно, да? просто случайно выключила звук. Мгм. Вот мне приснился этот сон, и я ходила целый день. У меня просто было встречи были, я не могла сесть, как бы записать его, но я ходила и прям его держала. Картинка в голове, думаю, вот я сейчас приду, я запишу, я приду, я запишу. И я прям вот ждала момент свободный, чтобы сесть, записать. И потом сразу и отправила вам посмотреть. Мгм. Не подвело ощущение. Вот как вы правильно сказали, да, важно, ну, учиться, что ли, со временем вот эти сны, их ловить смысл, да, как-то запомнить, во-первых, их тяжело запомнить, на самом деле, они могут, может быть, их много быть, разные, но вот иногда я Нет, не все. цель не запомнить, а цель, чтобы сознание и подсознание работали настолько слаженно, чтобы эта работа, которую проводит мозг во время сна, он очищается.
То есть он ищет какие-то еще залежи, какие-то неправильные решения, события, и он хочет это исправить. Ну, не все же хотят, чтобы это исправилось, да? И наша цель – давать волю свою в подсознание во время даже сна. Я честно скажу, я не знаю, как это можно развить. У меня это очень сильно и сразу же проявилось после моего первого же сеанса освобождения. Мгм. Ну, молодец, Ольга. Было интересно. Да, очень Ну, интересно. по-моему, самый светлый и самый легкий, такой сияющий сеанс. То есть чувствовалась твоя вот чистая энергия, да, твоя воля, потому что чем больше воли проявляет человек именно к чистоте, Мгм. а чистота – это отсутствие тьмы, отсутствие этой магии, эзотерики, отсутствие любой связи с этой матрицей чужеродной. Вот у меня Мгм. такой вопрос в голове крутился, когда вот там сегодня в сеансе про отца, что он оказался вот один из 3 как бы сущностей, которые как бы ну, контролировали мое, чтобы я присутствовала там в нижних вот этих пространствах, была подключена к этой матрице. Вопрос в жизни вот. Я с ним все равно, ну, хочу и буду продолжать, да, общаться. И вообще, как себя вести с людьми, которые, скажем, такой еще пример, кроме отца, есть, ну, женщина, скажем, которая вот биоэнергетик. Раньше я к ней вот ходила, но я отказалась. И уже там год она как бы зовет навстречу встретиться, но я, ну, не хожу навстречу, как бы отказываюсь, разные причины называю, что я там уехала, командировка, еще что-то. И как бы отлыниваю от встречи. Я не иду ни на какой к ней там сеанс или процедуру, просто она хочет встретиться, как бы, ну, чай попить, скажем, кофе, чай попить, переговорить о чем-то, мы живем вот в одном городе. Но я как бы отлыниваю. Мне как правильно себя вести с такими людьми, скажем, которые хотят оставаться друзьями? Правильно ли я думаю, что лучше не общаться с ними, если они ведут тот же образ жизни и не хотят меняться, как бы, а я уже пошла другой дорогой? Ну, это, конечно, решение индивидуальное, но мы должны помнить, что каждый наш учитель – это наш учитель. И чему ты научишь себя, какую пользу в первую очередь принесет это общение для тебя. Конечно, что есть люди, которым не хватает этой информации. Ты можешь, то есть такого рецепта именно к этой ситуации, к этим отношениям, ну, невозможно с моей стороны сказать, потому что это может быть полный игнор, и это будет правильно. Это может быть, ты можешь сказать правду, я знаю теперь, что это нехорошо, это самое, но это тоже будет правильно, но скорее всего, что это вызовет агрессию. Почему? Потому что если приходит информация извне, если человек не готов к этой информации, он ее будет отвергать и, конечно же, будет мстить. У меня простой на все случаи такие подход. Психологи рекомендуют, ну, просто не впускать в свое пространство тех людей, которые токсичны. Вопрос, а зачем она тебе нужна? Если ей нужна будет истина, правда, ну, она ее найдет. Она изнутри пробьет эту, как говорится, этот камень, который ей мешает увидеть правду. То есть есть в ней что-то такое, что ее тянет колдовать. Правильно? Да. Почему она до сих пор, хотя знает о том, что вот есть ваш канал, ваши сеансы, смотрела вначале, но ее это никак не произвело на нее
Ну, Не правильно, повлиял потому что её а, да. мало того, такие люди начинают мстить, начинается отвержение этой информации, начинают мстить, и может она к тебе это цепляется совсем не с лучших побуждений. Может, да. Ну, не может, а это точно. Потому что даже есть такая примета в народе, когда магию убирают, если человек узнает о магии, магия разрушается, и этот человек на следующий же день уже на пороге. Ему что-то обязательно нужно взять у этого человека. Почему? Ну, потому что их там и колет, и мучит их. О, интересно, да, сегодня я это увидела, как этот начальник этого антимира, как сам мучается, да? Сам Мгм. заложник своих же негативных убеждений. Мгм. Вот. А с отцом продолжать просто, ну, общаться, да, но не позволять ему Ну, как-то мы должны понимать, что вокруг да. нас, да, Мгм. вокруг нас очень много манипуляторов. Они имеют право жить точно так же, как и мы. Агрессоры, манипуляторы и всякие эти колдуны, они имеют право жить. Но мы имеем право их не впускать в наше пространство. Каким образом? Научиться с ними коммуницировать так, чтобы не подчиняться их программам. Потому что это, если мы проявляем любовь, а любовь покрывает много грехов. Это в Библии написано, я сегодня это увидела в твоем именно сеансе. Как оно работает. Поэтому мудрость и любовь к миру– это те как раз инструменты, которые спасут мир. Агрессия никому не помогла и не поможет. Согласна. Спасибо большое вам. Благодарю Мгм. вас. Ты прям замечательный получился сеанс просто. Я в восторге. Так все радовалась внутри. Просто замечательно. Спасибо вам большое. Пожалуйста.